Здорово, ребят! Nintendo наконец показали свою новую консоль. И вопреки ожиданиям некоторых странных людей, которые думали, что Нинка снова вернется к концепции двух экранов, или, не знаю, наймет мистера Гаррисона, чтобы он сделал ректальные контроллеры на радость тому журналисту. Это просто тот же самый Switch, но лучше, мощнее, больше. И на мой взгляд, это максимально логичное решение. В этом видео я расскажу, что показали в трейлере, почему, вопреки тем, кто все еще верит в гиммики, мощность нового поколения Switch'а важна для игр, а также, как она всегда помогала Nintendo удивлять игроков, развеяв такой миф, что Nintendo не нужна производительность. Перед тем, как я начну, разумеется, у меня есть телеграм-канал. Ссылка в QR-коде или описании. Поехали! Трейлер встречает нас оригинальным свитчом. Джойконы отсоединяются и планшет становится немного больше. Теперь он выглядит еще более отшлифованным, а крепления меняют свою форму. Появляются разъемы и порты. Многие отмечают дополнительный Type-C сверху, что позволит заряжать консоль даже когда она стоит на подставке. Сама подставка теперь покрывает всю длину консоли и становится регулируемой, что добавляет удобства. Джойконы также проходят метаморфозы. Они становятся крупнее, а значит, держать их в руках будет удобней. Под стиками обтекается дополнительный слой. Возможно, это намек на защиту от пыли, чтобы избежать проблем с дрифтом. В какой-то момент джойконы начинают скользить по поверхности. Кто-то уже углядел в этом возможность использовать их как мышь. Не меня, компьютерную мышь. Ну и, конечно, новые джойконы теперь оснащены магнитным креплением. Некоторые, скорее всего фанатики Apple, жаловались на люфт оригинальных джойконов, так что новый способ крепления, возможно, придется им по вкусу. Они издают другой звук при вставке в планшет. Но тоже по-своему приятный. И вот он, Nintendo Switch 2. Да, вот так просто. Понимаю, что для некоторых это может показаться скучным названием, но оно логично. Nintendo уже обожглась с Wii U, когда многие думали, что это не новая консоль, а просто геймпад для Wii. Теперь такого не повторится. Четко и ясно. Nintendo Switch 2. А что? Sony PlayStation десятилетиями меняют цифры, и все спокойно к этому относятся. Вот и Nintendo решили пойти по тому же пути. Первая игра, которую показывают на консоли, скорее всего, Mario Kart 9. Давно пора! Mario Kart 8 Deluxe была самой популярной игрой на Switch, несмотря на то, что это была даже не полноценная новая часть. Показывают также новую док-станцию и держатель для джойконов. Обратная совместимость с играми оригинального Switch'а подтверждена, но с оговоркой, что некоторые игры могут не поддерживаться или быть совместимыми не полностью. Детали будут позже на официальном сайте. Не спешите бомбить, вспомните про Nintendo Labo. Новый Switch больше, и вы физически не сможете засунуть планшет в картонное пианино, которое было сделано именно под размер оригинального устройства. Не считая этого, переход между поколениями обещает пройти плавно. Цифровые копии игр также останутся на месте. Полноценная презентация Nintendo Direct, где расскажут все детали о консоли и играх, состоится уже 2 апреля этого года. Занавес! Как видите, все показанное в трейлере полностью подтверждает последние утечки. Точные характеристики консоли пока остаются неизвестными, но если и утечки по ним окажутся правдой, то мы можем ожидать консоль, которая будет на уровне PS4 в портативном режиме и близка к Xbox Series S в док-станции. И это нереально круто! Если это действительно так, то на Switch наконец-то появится нормальная мультиплатформа. И для кого-то это, безусловно, важный момент. Но для меня это не так уж важно. У меня есть ПК и Xbox с геймпасом. Так что для мультиплатформы я и так все имею. Тем более мне не особо нужен гибридный форм-фактор Switch'а, так как я никуда не езжу. С тех пор, как закончил шарагу, для меня Switch стал в первую очередь игровой станции для игр Nintendo. И то, что разработчики этих игр наконец-то получат доступ к более-менее современному железу, для меня самое главное.
Но, конечно, не все со мной согласятся. Денис Мажор снова опозорился перед своей аудиторией. Только я успел отойти от обзора Индианы Джонса, как он снова выпустил свой очередной перформанс, решив разоблачить лживые сливы о Switch 2. И самое забавное, что это было за 3 дня до того, как Nintendo официально выпустили трейлер на своем канале. Наибольшее удовольствие мне тогда доставила его фраза: Я смотрю на эти все утечки, и у меня прям такое желание прям озаглавить ролик, что-то типа «Ставлю свою карьеру игрового блогера на то, что все эти утечки полная фигня». Я уже в день выхода этого ролика ржал в голосину с этой фразы и запилил вот такой мем для подписчиков своей телеги. Ставлю свою карьеру игрового блогера. Как вы можете видеть, аналитика Дениса полностью провалилась. И комментарии там теперь на уровне обзора Индианы Джонса. Но вот на момент написания этого сценария Денис выпустил реакцию на анонс Switch 2. Он такой грустный. Даже снял кепку Марио. Чем плохо то, что утечки оказались правдивы? То, что Nintendo теперь это просто очередная дырявая компания, такая же, как Apple или там Samsung. Это максимально больно смотреть. Давайте лучше вернемся к одному его интересному утверждению из прошлого видео, когда он еще был весел и уверен в своей правоте. Чел, ну посмотри, как было раньше, посмотри, как было 10 лет назад, 5 лет назад. Ну что ты все одну и ту же пластинку-то заладил со своей дурацкой производительностью? Ну не нужна Nintendo производительность, ты можешь думать, что тебе она нужна, ну так сам и выпускай тогда новый Switch, или новую консоль, или еще что-то. Nintendo не нужна производительность, я в этом уверен. Я совершенно не согласен с этим утверждением. И в данном случае хочу не столько посмеяться над Денисом, сколько опровергнуть миф о ненужности производительности играм Nintendo. Когда я готовил видео о первых Пикменах и изучал информацию о разработке, наткнулся на интервью Миямото времен Wii. Он рассказывал о том, как Nintendo разрабатывают концепции своих игр. Японские разработчики всегда умели создавать так, чтобы игроки понимали игру. Кроме того, технологии. Видеоигры создаются с использованием технологий, поэтому есть пределы. Есть вещи, которые слишком нереальны для достижения. Так что если вы понимаете, каковы ваши пределы, и пытаетесь сделать максимально приятную вещь, которая может быть в этих пределах, вы получите отличный результат. С тех пор, как Nintendo сделала ставку на уникальные способы управления, их технические ограничения были гораздо жестче, чем у Sony и Microsoft. Но это не значит, что технологии не играли роли. Они просто оставались в рамках возможностей, превращая свои ограничения в вызовы. Вы пытаетесь сделать что-то совершенно новое, верно? Это то, над чем я ломал голову. Мы всегда стремимся вернуться к истокам. Мы как бы приходим к логическому завершению, поэтому возвращаемся к началу. И поскольку у нас есть новые технологии, с которыми мы можем работать, мы попытаемся вернуться к первоначальной концепции, к истокам чего-то и посмотреть, не сможем ли мы сделать что-то новое. Так, например, была создана Breath of the Wild. Эта игра переосмыслила самую первую The Legend of Zelda. Wii U к тому моменту уже была технически устаревшей, но для разработчиков из Nintendo была достаточно мощной, чтобы сделать свой первый бесшовный открытый мир. До этого они могли реализовать подобную идею только через костыли, как, например, в Wind Waker, где морская карта скрывала загрузки между островами. Стоит отметить, что Nintendo годами совершенствовала свой подход к костыльным решениям. Например, в Tears of the Kingdom механика кроволуния существует не только ради нарратива, но и чтобы сбросить ресурсы и разгрузить процессор. Иначе Switch просто не потянул бы все, что происходит в игре. Многие амбициозные проекты Nintendo работают буквально на пределе возможностей консоли, потому что ее разработчики превосходно понимают, как работать с этими лимитами. Nintendo ушла в уникальные способы управления, такие как motion control и 2 экрана, не от хорошей жизни, а от необходимости работать с ограниченными технологиями. Но сейчас, когда Switch стал одной из самых продаваемых консолей всех времен, они могут позволить себе перейти на более мощное железо. И пусть Switch 2 не предлагает революционных гиммиков, ветераны Nintendo, имея доступ к современным технологиям, смогут создавать еще более амбициозные проекты
проекты. Tears of the Kingdom на устаревшей платформе. Яркий пример того, на что они способны. А представьте, что они смогут сделать с более мощной базой. Nintendo Switch 2 — это не революция, а эволюция. Это логичное и правильное развитие идеи гибридной консоли, которая уже завоевала миллионы сердец. Да, кто-то мог ожидать чего-то сумасшедшего, но вместо этого Nintendo сделала то, что просили многие фанаты. Улучшила концепцию Switch по всем фронтам. Мощность новой консоли может открыть дверь для еще более амбициозных проектов. Теперь мы можем ожидать игры, которые не просто впечатлят своей графикой, но и покажут, как Nintendo использует возможности современных технологий, оставаясь верной своему уникальному подходу к геймдизайну. Switch 2 — это не отказ от традиций, а их укрепление. И я лично жду не только продолжения легендарных серий, но и тех самых смелых идей, которые Nintendo всегда умел воплощать в жизнь. Спасибо, что досмотрели до конца. Напишите в комментариях, что вы думаете о Switch 2, а заодно, какая игра Nintendo стала для вас любимой. Как всегда, если понравилось видео, можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые. Всем хорошего дня, вечера, утра и до встречи в следующем видео.